Привет всем, ARMY! С самого начала финального концерта BTS в Стэнфорде 19 мая многие из нас почувствовали что-то особенное в воздухе. В тот вечер дело было не только в музыке, не только в грандиозной сцене или море фиолетовых светящихся палочек, заполняющих стадион, дело было в коротких взглядах, простых жестах и в том, как два человека постоянно находили друг друга среди тысяч глаз, наблюдавших за ними. С самой первой песни Чингук, казалось, несколько раз искал взгляда Тэхёна. То, как он украдкой поглядывал, как смотрел на него с легкой улыбкой, и как его реакции смягчались каждый раз, когда Тэхён что-то делал, все это казалось таким естественным. Многие ARMY сразу заметили, что их динамика в тот вечер была невероятно теплой и заботливой. Когда они пожали друг другу руки в середине выступления, этот момент казался более личным, чем обычное приветствие на сцене. Жест был простым, но достаточным, чтобы зажечь стадион. И с этого момента атмосфера между ними стала еще более захватывающей. Когда заиграла песня «Mic Drop», Чингук снова продемонстрировал то выражение лица, которое было трудно игнорировать каждый раз, когда он видел Тэхёна. Его уверенная улыбка выглядела настолько естественно, Тэхён ответил расслабленным, но харизматичным выражением лица. Когда они стояли рядом, чтобы обсудить свои строчки из песни, их химия сразу же привлекла внимание многих фанатов. Их взгляды несколько раз встречались, и именно эти небольшие моменты оставили самое неизгладимое впечатление. По мере развития концерта становилось все более очевидно, что Чингуку действительно нравилось общество Тэхёна в тот вечер. Когда заиграла «Нормал», его реакция на шутки Тэхёна на большом экране была искренней. Его улыбка смягчилась, глаза заблестели, и выражение лица стало выражением человека, искренне счастливого видеть, как близкий ему человек наслаждается вечером. Затем, когда атмосфера на сцене стала более расслабленной во время «Body to Body», произошел забавный момент, который мгновенно стал горячей темой среди ARMY. Казалось, Чингук хотел пригласить Тэхёна присоединиться к шуткам остальных участников, но Тэхён, отвлекшись, ушел в другую сторону. Затем Чингук игриво оттолкнул его, смеясь вместе с остальными, превратив все это в типичное мини-сообщение BTS, которое было действительно теплым и приятным для просмотра. Но за всеми шутками многие фанаты отметили, что внимание Чингука к Тэхёну в тот вечер было удивительно постоянным. Например, во время исполнения «Come Over» они на мгновение посмотрели друг на друга. Реакция Чингука быстро сменилась на стеснение и легкий смех, в то время как Тэхён оставался спокойным и расслабленным. Этот короткий момент стал одним из самых обсуждаемых после концерта. Что сделало концерт еще более эмоциональным, так это то, как Чингук постоянно пытался вовлечь Тэхёна в атмосферу, особенно когда тот казался более сдержанным, чем обычно. Когда Чингук подошел к нему и жестом пригласил присоединиться, Тэхён сначала, казалось, был слишком сосредоточен на шутках с фанатами. Но как только он понял приглашение, Тэхён тут же присоединился к небольшому танцу с Чингуком, и улыбка Чингука после этого была улыбкой удовлетворения и облегчения. И, возможно, это одна из вещей, которые ARMY больше всего любят в их взаимодействии. Создается ощущение, что они всегда стараются, чтобы друг другу было комфортно, даже через мелочи, которые другие едва замечают. Когда заиграла песня «Ботр», Чингука несколько раз видели, как он наблюдал за свободным танцем Тэхёна перед ним. Он слегка улыбался, следуя ритму песни, как будто по-настоящему наслаждаясь простым моментом. Но один из самых эмоциональных моментов вечера наступил ближе к концу концерта. Когда все участники начали собираться для заключительной речи, Тэхён выглядел намного спокойнее и усталее, чем обычно. Чингук, казалось, несколько раз незаметно наблюдал за ним, как бы убеждаясь, что с ним все в порядке. Даже когда на сцене царила оживленная атмосфера, наполненная шутками, внимание Чингука постоянно возвращалось к Тэхёну. На мгновение Тэхён расслабленно лежал, глядя в потолок стадиона, затем Чингук, как обычно, попытался подразнить его микрофоном. На этот раз реакция Тэхёна была гораздо спокойнее, и выражение лица Чингука тут же смягчилось, когда он его увидел. Многие ARMY посчитали, что этот момент показал простую, но глубоко искреннюю заботу. К счастью, атмосфера снова разрядилась, когда другие участники начали играть с конфетти.
Тэхён наконец снова присоединился к шуткам, даже позвав Чингука, чтобы показать милое конфетти на своем лице. Реакция Чингука тут же улучшилась, и его улыбка в этот момент вызвала улыбки на лицах многих фанатов. Именно такие маленькие моменты сделали концерт в Стэнфорде таким особенным для многих. Потому что за огромной сценой, грандиозной хореографией и невероятной энергией BTS скрывалась простая забота, которая ощущалась очень явно. Чингук постоянно искал взглядом Тэхёна, а Тэхён несколько раз отвечал ему легкой, теплой улыбкой, словно говоря, что с ним все в порядке. Многие ARMY чувствовали, что их динамика в тот вечер не требовала сложных объяснений. Скорее, она заключалась в маленьких привычках, которые проявлялись естественно. В том, как они продолжали стоять рядом друг с другом, как они заботились друг о друге, не говоря ни слова, и как атмосфера мгновенно озарялась каждый раз, когда кто-то из них снова смеялся. И, возможно, именно поэтому концерт в Стэнфорде запомнился так надолго. Потому что, помимо того, что это было одно из самых эмоциональных выступлений BTS, вечер был также наполнен простыми взаимодействиями, которые оставили у многих чувство тепла. Пока свет стадиона медленно не погас, пока участники не покинули сцену, помахав на прощание ARMY, в сердцах многих фанатов оставалось одно. То, как Чингук в тот вечер не отрывал взгляда от Тэхёна, создавало ощущение искреннего желания убедиться, что с важным для него человеком все в порядке. И, возможно, без долгих объяснений или преувеличенных слов, именно это простое внимание сделало весь вечер таким прекрасным, теплым и незабываемым. Краткое резюме. Концерт BTS в Стэнфорде был невероятно эмоциональным для многих ARMY, наполненным небольшими взаимодействиями между Чингуком и Тэхёном, которые казались теплыми, естественными и заботливыми. От их взглядов и шуток до того, как они постоянно искали друг друга в центре большой сцены, все оставило неизгладимое впечатление, сделав вечер особенным и незабываемым. А после окончания концерта разговоры о вечере только усилились в социальных сетях. Многие ARMY начали делиться небольшими фрагментами, которые они могли пропустить во время концерта. Некоторые заметили, как Чингук рефлексивно поглядывал на Тэхёна несколько раз между сменами сцен, другие обратили внимание на то, что Тэхён казался гораздо более расслабленным, когда Чингук был рядом с ним. По мере распространения фанкамов появлялось все больше мелких деталей, которые создавали ощущение особой атмосферы концерта в Стэнфорде. Дело было не в чем-то драматичном, а именно в том, что все их взаимодействия казались простыми и естественными. Не было никаких больших, чрезмерных моментов, только короткие взгляды, легкие улыбки и постоянный поиск друг друга на протяжении всего вечера. Многие фанаты также почувствовали, что энергия концерта менялась каждый раз, когда Чингуку удавалось снова рассмешить Тэхёна. Когда Тэхён казался более спокойным, Чингук часто пытался разрядить обстановку небольшой шуткой или спонтанным жестом, что было типично для него. И каждый раз, когда Тэхён наконец улыбался или смеялся, выражение лица Чингука мгновенно становилось светлее и ярче. Такие мелочи могут показаться простыми для кого-то, но для фанатов, которые давно следили за их взаимодействием, эти маленькие жесты казались самыми искренними. Потому что зачастую самые теплые отношения проявляются не в грандиозных жестах, а в маленьких, неосознанных привычках. Даже во время заключительной части концерта многие заметили, что Чингук почти всегда знал, где находится Тэхён. Даже когда другие участники шутили с фанатами или бегали по сцене, взгляд Чингука рефлексивно возвращался к Тэхёну. И каждый раз, когда их взгляды встречались, атмосфера, казалось, становилась намного мягче. Сам Тэхён несколько раз в тот вечер пытался оживить атмосферу своим уникальным способом. Несмотря на явную усталость, он все еще отпускал небольшие шутки, играл с конфетти и иногда подшучивал над другими участниками, чтобы поддерживать оживленную атмосферу. Но многие ARMY посчитали, что самые теплые моменты возникали, когда эти небольшие взаимодействия непосредственно касались Чингука. Было какое-то труднообъяснимое чувство комфорта, когда им обоим удавалось найти друг друга посреди такого масштабного концерта. Словно за всеми прожекторами, музыкой и тысячами людей на стадионе у них оставалось свое маленькое пространство, наполненное спокойствием и привычной атмосферой. И, возможно, именно поэтому так много людей продолжают говорить о концерте в Стэнфорде даже после того, как вечер закончился.
Потому что концерт не только оставил воспоминания о невероятном выступлении BTS, но и оставил теплое чувство, которое трудно объяснить обычной логикой.